Идеальные лица и безупречные фигуры в поп-индустрии внешность решает все. Но что, если айдол не вписывается в жесткие рамки? Сегодня обсудим тех артистов, чья внешность вызвала больше всего споров. Важное уточнение. Красота – понятие субъективное. Этот список основан не на моем личном мнении, а на жестких корейских стандартах красоты, комментариях нетизенов и бурных обсуждениях нейтральных зрителей в сети за годы карьеры этих артистов. 10 место – Рейн. И мы начинаем с настоящей легенды, чей путь к славе был заблокирован именно из-за внешности. Представьте себе, молодому и невероятно талантливому парню отказывали на прослушиваниях целых 18 раз. И знаете, в чем была главная претензия продюсеров и кастинг-директоров? У него не было двойного века, что по жестким корейским меркам считалось чуть ли не визуальным браком. Общество того времени привыкло к огромным, кукольным глазам, и его резкие, истинно азиатские черты лица совершенно не вписывались в стандарты. Многие зрители и критики на старте его карьеры сомневались, что певец с такой непривлекательной внешностью сможет стать лицом поколения. Однако Рейн доказал всем, что харизма, упорство и убийственная пластика способны сломать стереотипы, а люди все помнят. 9 место – Сайон из G-Idol. Эту девушку сейчас называют гением продюсирования, но ее путь начался с жесточайшего хейта. На популярном шоу «Выживание» зрители буквально уничтожали ее в комментариях. Нейтральная публика и фанаты других участниц в один голос твердили, что ее лицо слишком злое, недостаточно милое и вообще не соответствует образу сияющего айдола. Люди писали ей отвратительные вещи, утверждая, что с такими данными ей лучше вообще не лезть на сцену и оставаться в тени. Корейские стандарты безжалостны к девушкам, и если ты не похожа на невинную фею, тебя смешают с грязью. Это давление было колоссальным, и многие бы просто сдались. Но Сайон использовала ненависть публики как топливо. Она заставила людей слушать свои песни, доказав, что огромный талант важнее кукольного личика. 8 место – Бобби из iKON. Этот артист стал объектом бесконечных насмешек на форумах из-за своей внешности. Корейские нетизены обожают симметрию, аккуратные носы и идеальные улыбки. Но у Бобби были грубые черты лица и ярко выраженный неправильный прикус, что мгновенно сделало его мишенью. В сети постоянно появлялись посты, где зрители обсуждали, как человек с такой отталкивающей внешностью вообще смог попасть в крупное агентство. Многие нейтральные комментаторы удивлялись, почему компания не заставила его сделать пластику до дебюта. Его внешность казалась им слишком дерзкой и неформатной для поп-айдола. Тем не менее, он не стал перекраивать себя ради чужих ожиданий. Бобби обрушил на индустрию свой мощнейший рэп, выиграл престижное шоу и заставил всех критиков себя признать и уважать. 7 место – Синдан из Super Junior. Он разорвал один из самых фундаментальных шаблонов кей-поп – правило об обязательной худобе. С первого дня его появления на сцене зрители не могли поверить своим глазам. В индустрии, где айдолы падают в обморок от жестких диет, появился парень с явным лишним весом. Форумы кипели от возмущения. Люди писали, что Синдан портит визуальный имидж всей группы и выглядит просто нелепо на фоне стройных коллег. Нейтральная аудитория часто задавалась вопросом, как он вообще прошел отбор? Его внешность называли не просто некрасивой, а непрофессиональной. Но Синдан оказался не просто айдолом, а невероятно талантливым танцором и шоуменом. Он превратил свой вес в фишку, завоевал любовь миллионов и доказал всем вокруг, что харизма решает больше, чем кубики пресса. 6 место – Чирён из ITZY. Здесь у нас история, от которой сжимается сердце. Эта невероятно пластичная девушка столкнулась с такой волной критики своей внешности, что в дело пришлось вмешаться ее семье. Корейские нетизены под микроскопом рассматривали форму ее глаз и ушей, безжалостно сравнивая Чирён с более конвенционально красивыми участницами группы. Зрители писали жестокие комментарии, называя ее слабым звеном в визуальном плане. Ситуация накалилась до такой степени, что ее маме пришлось публично умолять людей в интернете прекратить бессмысленную травлю. Это яркий пример того, как стандарты красоты затуманивают разум публики. К счастью, Чирён оказалась сильнее своих хейтеров. Со временем она расцвела, обрела уверенность и заставила скептиков восхищаться своей изящностью и талантом. 5 место – Тэсон из Big Bang. Этот артист был поводом для шуток даже со стороны своего собственного агентства.
Представьте, руководство открыто заявляет, что парня взяли исключительно за выдающийся голос, потому что визуально он сильно не дотягивает. В эпоху, когда на сцену выходили сладкие цветочные мальчики, его маленькие глаза и широкие скулы вызывали у зрителей сильное недоумение. Нейтральная публика на телешоу часто отпускала колкие комментарии о его внешнем виде, называя Тесона самым некрасивым айдолом поколения. Но именно эта нестандартность в сочетании с потрясающим чувством юмора и невероятным вокалом сделали его любимцем нации. Он прошел путь от объекта насмешек до мегазвезды, доказав всем вокруг, что истинный артист не обязан выглядеть как пластиковый манекен с модной журнальной обложки. 4 место – Омджи из Vivis и Ex-Girlfriend. История ее преображения до сих пор бурно обсуждается в сети. В первые годы после дебюта она подвергалась такому жесткому буллингу со стороны зрителей, что это физически отражалось на ее поведении. Нетизины критиковали форму ее лица и вес, называя внешность неподходящей для сцены. Из-за этого давления Омджи начала прятаться, на выступлениях осознанно уходила на задний план, опускала голову и прятала лицо за волосами, чтобы не попадать в объективы и не злить публику. Нейтральные люди часто соглашались с критикой, не понимая боли подростка. Но со временем она проделала колоссальную работу над собой. Ее потрясающий образ заставил хейтеров замолчать. Теперь те же зрители, кто называл ее гадким утенком, восхищаются ее красотой и пишут сотни комплиментов. 3 место – Джуи из Мамаленд. Мы подбираемся к самым горячим спорам. Эта девушка испытала на себе всю силу фальшивых интернет-стандартов. До дебюта она выкладывала милые селфи, но когда зрители увидели ее вживую без фильтров, разразился огромный скандал. Массовая аудитория была в ярости от обмана. Корейские форумы пестрели комментариями о том, что ее лицо слишком простое и комичное для айдола. Многие нейтральные зрители открыто смеялись над ней, называя Джуи самой некрасивой участницей женских групп. Но она сделала гениальный ход, не стала плакать в сторонке, а врубила свою сумасшедшую, заразительную энергетику на максимум. Именно ее безумные танцы и смелость посмеяться над собой сделали Мамаленд невероятно вирусными, доказав всем, что яркий характер и харизма пробивают стену зрительского хейта. 2 место – Хваса из Мамаму. Абсолютная икона бунта против корейских стандартов красоты. Во время стажировки преподаватели смотрели ей прямо в глаза и говорили: «Ты пухлая и некрасивая». Ее смуглая кожа, пышные бедра и дерзкий взгляд совершенно не вписывались в образ покорной корейской красавицы. Зрители годами обсуждали ее фигуру, называя Хвасу слишком вызывающей и неподходящей для статуса айдола. Нейтральная публика часто осуждала ее сценические наряды, считая, что с нестандартными формами нужно одеваться скромнее. Но вместо того, чтобы худеть до костей и отбеливать кожу, она бросила вызов обществу. Хваса произнесла легендарную фразу: «Если я не вписываюсь в стандарты красоты, я создам свои». И сделала это, став главным символом уверенности в себе для многих миллионов людей по всему миру. 1 место – RM из группы BTS. Трудно поверить, но лидер одной из величайших групп в истории музыки на старте карьеры получал тонны грязи в свой адрес именно из-за лица. В те времена индустрия жестко требовала смазливых мальчиков, а он читал агрессивный рэп и обладал абсолютно нетипичными, грубыми чертами. Зрители массово подписывали петиции и писали на форумах, что внешность RM портит имидж группы. Нейтральные наблюдатели сомневались, сможет ли коллектив с таким нестандартным фронтменом стать популярным. Люди в открытую говорили, что он слишком некрасив для кей-поп. Однако лидер BTS использовал свой гениальный интеллект, глубокий подход к музыке и невероятный талант, чтобы заставить мир слушать. Сегодня он мировая икона, а былые критики его внешности кажутся просто нелепыми.